Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые подписчики, все, кто следит за делом в Шевченковском суде города Львова, где судят Вячеслава Зинченко за убийство Ирины Фарион. Я юрист Валерий Табаков и освещаю ход судебного процесса. Сегодня я хочу обратиться с подробным анализом этого процесса, опираясь на исключительно факты. Уголовно-процессуальный кодекс Украины и материалы судебного производства. Дело номер 466/12-967/24. Убийство произошло 19 июля 2024 года. Подозреваемый Вячеслав Зинченко был арестован 25 июля 2024 года. И дело не только в политике или в личных симпатиях или антипатиях к сторонам. Дело в соблюдении процессуальных норм, в предъявлении неоспоримых доказательств. Но картина, которая складывается по материалам дела, по ходу процесса, она полна критических противоречий, которые, на мой взгляд, делают обвинение очень и очень юридически уязвимым, а в реальности ничтожным. Разберем по пунктам. Самое, то, что лежит на поверхности и видно всем. Во-первых, коррупционный мотив и так называемый наградной результат. Друзья, о какой объективности следствия можно говорить, если высшие чины получили государственные награды за раскрытие дела еще до начала активной фазы расследования? Когда результат предрешен и оплачен орденами, следствие становится заинтересованной стороной, а риск фальсификаций возрастает кратно. Земные протоколы в такой системе пишутся не под истину, а под погоны. И поэтому результат можно смело считать предрешенным. Результат расследования может указывать на предвзятость, особенно в случае, когда награды выданы авансом. В деле Фарион следствие велось под личным контролем президента Зеленского, который сразу после убийства заявил о новых отчетах и потребовал быстрого раскрытия. Подозреваемого Вячеслава Зинченко арестовали 25 июля 2024 года в Днепре. И уже на следующий день министр внутренних дел Игорь Клименко публично объявил о задержании, подчеркнув, так сказать, профессионализм полиции. Однако прямых государственных наград за раскрытие до активной фазы, то есть до сбора ключевых улик, в открытых источниках пока не зафиксировано. И это отличает это дело от, скажем, резонансных кейсов вроде убийства Бориса Немцова в России, где Путин наградил следователей медалями вскоре после ареста. Тем не менее, друзья, риск фальсификаций в деле об убийстве Фарион растет из-за политического давления. Фарион была фигурой поляризующей, с националистическими взглядами, и ее убийство могло быть использовано для обнаружения российского следа. Версия, которую до сих пор следователи не исключили. Во всяком случае, официально. Но нужно понимать, что если результат оплачен, скажем, не орденами, но хотя бы публичным пиаром. Клименко хвалил команду за опрос 900
свидетелей и проверку 170 камер. И в этом случае критики отмечают, что это маскирует слабости в доказательной базе, такие как отсутствие оружия преступления, оно до сих пор не найдено по состоянию на декабрь 2025 года. По УПК статьи 214-220 следствие должно быть объективным, без заинтересованности. Но когда дело становится личным для высших чинов, протоколы рисуют под ожидание, а не под истину. И это классический случай, когда система оправдывает себя через быстрый арест, игнорируя альтернативные версии. Например, неонацистские группы, которые заявили об ответственности, но были отвергнуты как фейк. Например, коррупционные мотивы или увольнение из Львовской политехники с угрозами разобраться с руководством со стороны Фарион. Объективность следствия под вопросом, когда результат судебного процесса предрешен политическим давлением. Дело Фарион велось под личным контролем президента Зеленского, и Зеленский требовал быстрых отчетов. Министр Клименко публично хвалит полицию за профессионализм сразу после ареста. Он подчеркивает, что 900 свидетелей опрошены за 5 дней. Это на каждого минут по 10 нужно, если непрерывно вести такие опросы. Проверка 170 камер. Это, кто может такую проверку за 5 дней провести? Вот такие вот успехи нашей доблестной полиции. Значит, остальные версии, как я уже сказал, они проигнорированы. А следствие должно быть беспристрастным, не заинтересованным. Значит, что еще в этом деле? Например, биологический абсурд и контраст. Запах ДНК, то есть одерологическая экспертиза против генетической экспертизы. Следствие и сторона обвинения оперируют цифрой 99,9% совпадения запаха Зинченко на лавке по одерологии. Но одновременно с этим игнорируется факт, что на лавке, где обнаружен запах Зинченко, нет ни одной клетки ДНК подозреваемого и обвиняемого. Запах, друзья, не существует в вакууме, он не в воздухе растворен. Его носитель этого запаха – это пот и клетки эпителия. Но, еще раз повторю, запах на лавке обнаружен, а ДНК Зинченко на лавке нет. Запах без ДНК на лавке, которая открыто стоит во дворе, это физический нонсенс. Более того, генетический профиль Зинченко пытались выдавить и выдавили, но только с 3-й попытки ДНК-экспертизы. Когда доказательство создается таким образом после 2 неудачных, то есть нулевых попыток этой экспертизы, доказательная ценность такого 3-го этапа равна нулю. И здесь аргумент о том, что фальсифицируется доказательство, особенно силен. Запах не может существовать без носителя, без пота, эпителия, без слюны, и на лавке отсутствуют клетки ДНК подозреваемого. Поэтому это в совокупности подрывает ценность одерологической экспертизы.
Кроме этого, нужно заметить, что на лавке, на которой якобы киллер поджидал жертву, запах обнаружен при необнаружении ДНК. И наоборот, ДНК с третьей попытки обнаружена на стуле, который также стоял во дворе, но на этом же стуле, судя по тексту одерологической экспертизы, экспертного заключения, запах не обнаружен. Ну вот такой вот нонсенс. То есть на лавке есть запах, нет ДНК носителя этого запаха. Одновременно с этим на стуле есть ДНК, но запаха нет. Ну, сами понимаете, что это означает. Это юридический нонсенс. Насчет третьей попытки. Саму по себе эта третья попытка обнаружения ДНК-экспертизы на стуле номер 1 вызывает вопросы по статье 242 УПК. Экспертиза должна быть объективной, воспроизводимой, а повторные анализы после неудач указывают на так называемую контаминацию или на манипуляцию образцами. Почему ДНК появилась только на третьем этапе? Возможное объяснение из криминалистики. Контаминация в лаборатории, то есть образцы могли быть загрязнены во время хранения или транспортировки. В украинских лабораториях это не редкость, при отсутствии, соответственно, строгих протоколов. Методологические проблемы. Например, первые экспертизы, они могли быть стандартными, PCR, а третья усиленной, LCN-DNA. И они подвержены артефактам. И кроме этого процессуальный аспект, а именно нарушение цепочки хранения по статье 237 УПК. ДНК, которая самообросла на стуле после 2 отрицательных тестов, причем если сам образец, сам стул, он не был опечатан и возился туда-сюда из Львова в Киев, из Киева в Одессу, из Одессы обратно в Киев, где он сейчас находится, трудно сказать, то вот это самообрастание ДНК на стуле – это сигнал о возможном подлоге, фальсификации. Именно об этом я подал заявление в ГБР Киевское, и на сегодня это заявление переслано во Львовский ГБР. Что там будет в результате, ну, мы с вами узнаем. Вот такие вот дела, то есть несоответствие между запахом и ДНК, то есть запах на лавке обнаружен, ДНК нет, а на стуле запах не обнаружен, а ДНК есть с третьей попытки. Это инверсия. Это является классическим признаком фальсификации доказательств. Без корреляции методов одерологии и генетической ДНК-экспертизы и стерильности вся биологическая база доказательств вины Зинченко, того, что он присутствовал во дворе на Масарика 3, разваливается по статье 94 УПК. Теперь технический подлог эксперта Мандрика. Где доказательства, на какой именно запах среагировали собаки? Эксперт Мандрик лично контактировал с исследуемыми предметами и пробами. Собака – это неточный прибор. Она не может объяснить, чей след она унюхала в банке. Подозреваемого или самого эксперта, который только что держал этот след, эту салфетку в руках.
без стерильной процедуры. И ДНК-подтверждение мы имеем не экспертизу, а манипулятивный фокус, результат которого полностью зависит от действий эксперта. Эксперт Виталий Мандрик дал показания 16 декабря 2025 года. Пробы проверены в 3 этапа 3 собаками с 99% совпадения. Но Мандрик лично контактировал с предметами. Без видеофиксации нельзя исключить реакцию собак на его запах. Одерология критикуется за субъективность и требует корреляции с ДНК, но здесь ее нет. Здесь есть инверсия, и она налицо. Поэтому по статье 242 УПК выводы ДНК и одерологической экспертиз уязвимы. Теперь далее. Далее о смирении в юриспруденции. Это мне написал один из моих активных комментаторов по имени Сергей. Он говорил, что для смирения нужно признать факты и следовать букве закона, а не становиться апологетом системы, заинтересованной в виновном ради оправдания полученных авансом премий. Любой приговор, выстроенный на таком карточном домике из вымученной ДНК и манипуляций с собаками, будет иметь отношение к отчетности, но не к правосудию. И поэтому нужно понимать, что это дело, в свою очередь, является тестом для украинской системы правосудия. Если суд проигнорирует такие противоречия, то приговор рухнет только в апелляции или в ЕСПЧ. Но что хочу еще добавить по этому поводу. Послушайте, пожалуйста, повнимательнее этот момент. По всей видимости, дело идет к тому, чтобы Зинченко был осужден, несмотря на отсутствие неоспоримых доказательств его вины. К этому призывают сторона обвинения, прокуроры Петлеваны и Данылев, потерпевшая сторона София Особа и Наталья Романек, те, кто поддерживают Софию Особу, украинские националисты и националистические СМИ, в частности телеканалы «Говорит Великий Львов» и НТА. Этому способствуют своими ошибками и бездействием адвокаты Зинченко Игорь Сулейма и Владимир Вороняк. Также этому способствуют родители Зинченко Елена и Федор, тем, что препятствуют освещению судебного процесса мной, независимым юристом Валерием Табаковым. Группа поддержки также этому способствует. Группа поддержки Зинченко во главе с Татьяной Мусихиной. И даже Лана с ее подругами, которые уже больше недели не выходят на связь после того, как задекларировали свою попытку переговорить с Еленой Зинченко по поводу видеозаписи заседания от 2 декабря 2025 года. И этому способствует даже суд, который уже 1,5 месяца не принимает решения по моему заявлению о признании меня потерпевшим в деле. Но, друзья, несмотря ни на что, несмотря на то, что все, кроме меня и, может быть, тех, кто предпринимает реальные шаги в деле обеспечения правосудия, в деле об убийстве Фарион, за которое хотят осудить без достаточных оснований Вячеслава Зинченко, несмотря на возможное осуждение невиновного Вячеслава Зинченко, все же можно увидеть смысл в этом незаконном процессе. Какой? Если за убийство
Фарион осудят невиновного парня из русскоязычного региона Украины, то по аналогии с событиями более чем 2000-летней давности в Иерусалиме, когда невиновного Христа осудили иудеи на смерть, это незаконное осуждение может послужить восстановлению прав русскоговорящих граждан Украины, дискриминируемых в Украине. Желаемое националистами господствование в Украине таким образом будет раз и навсегда уничтожено. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, донатьте по возможности. Все будем обсуждать в следующих видео. Если у вас есть вопросы по делу, задавайте. До встречи. С вами был юрист Валерий Табаков.